Всем привет, друзья! С вами на связи таролог Алехандро, и сегодня вас ждет общий расклад Таро онлайн-гадания на любовь, на отношения, мысли, чувства, планы и действия загаданного вами человека. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин. Сегодня вы узнаете, что думает, что чувствует, что планирует по отношению к вам загаданный мужчина или женщина. И мы с вами в потоковом чтении постараемся разобраться в той ситуации, которая сложилась между вами на сегодня. Настраивайтесь на себя, на свою интуицию, на свою ситуацию. В ближайшие 30-40 минут мы с вами поработаем и посмотрим мысли, чувства, планы, действия и многое другое, что происходит в голове у вашего партнера. Да? Давайте начнем. Угу. Ситуация такая, похоже, что все закончилось. Как минимум, нужно бы поставить жирную точку в прошлом, да, и непонятно, конец сейчас или пауза, да, как будто бы вам кажется, что все прекратилось, что все остановилось, да. Или вы стоите и думаете, может действительно все прекратить, да. А в глубине души, смотрите, Луна в глубине души, и это так, оно незаметно. Это может надо еще поднажать в этих отношениях, приложить какие-то усилия, да. Может быть, не все доделали, может быть, не все досказали, или не все прочувствовали, или, действительно, не все силы приложили, да. Да, еще, кстати, вас может связывать работа, бизнес, да, что-то общее, где вы прилагаете усилия, вас может связывать. Окей. Интуиция вас не подводит. Это карта глубинная, в принципе. И, вы вроде бы как поставили жирную точку, вам так кажется, 18. А в центре у вас много нереализованного потенциала. Очень много нереализованного потенциала. Мужчина здесь не реализовался. И женщина тоже может еще быть недореализована в этих отношениях. Посмотрим. Вас может даже еще связывать работа, бизнес. Так оно и есть. Но еще может и дистанция. То есть это отношения могут быть на дистанции. Есть предчувствие, что что-то должно измениться очень скоро. И есть у вас чувства, да, они, может быть, не настолько глубокие еще пока, и, скорее всего, они больше поверхностные, вы не до конца изучили ситуацию, да, вы чувствуете, что можно развиваться. Но все равно не сказать, что эти отношения полностью убиты, да, или они полностью остановлены, или полностью прекращены. Нет, no, nein, да, no, nein, nicht. Да, вот он шанс, видите, как карты говорят. Но знаете, даже это не дух говорит, да, это последняя обычная карта, она у нас о духе. А эта карта больше ситуативная, она пятая, да, то есть она спорная. Есть шанс или нет шанса? То есть есть такой какой-то азарт все равно. У меня такое ощущение, что вы в этих отношениях в неком таком азартном состоянии. Есть старший аркан, и, скорее всего, вам кажется, что это конец, но похоже пока что на затянувшуюся паузу. И по этой карте, по колеснице, мужчина стоит на месте, не решается, что-то сделать, какое-то ответственное движение, да. Амбиций много, но движение впереди есть. И со стороны партнера или со стороны третьих лиц тоже в этих отношениях могут быть движения и какие-то, не воздействия, а какие-то предложения. То есть, да, не все от вас здесь зависит в этих отношениях, но, тем не менее, нереализованный потенциал этих отношений однозначно налицо. Окей, давайте посмотрим. Что-то прекратилось, что уже успело прекратиться в ваших отношениях, что однозначно ушло и возвращать в этих отношениях вам не нужно.
Угу. Знаете, 12-й аркан, да? Висящий. 10 и 2, 12. Но пока что так легко изменить эти отношения к лучшему. Вы упустили шанс. Какой-то шанс вы уже упустили. Один. Он уже был у вас. Хороший шанс. Но в перспективе-то у вас маячит шанс. Поэтому смотрите, что уже прекратилось. Или что вы уже потеряли. Или что уже ушло. А ушел шанс. Вы уже раз шанс упускали. Смотрите, будьте осторожны. Ну, то есть, смотрите, видите, этот расклад, он больше для тех, кто ищет последний шанс. Поэтому этот шанс может быть последним. Да? И карта так мягко намекает, что смотри, он есть, но он может и не быть. Да? То есть риски высоки, что вы останетесь вообще ни с чем. Такое бывает. Хорошо. Давайте посмотрим, а что вы уже успели сделать, что хорошее, да, то, что вы не потеряли. Шанс вы какой-то упустили. А что вы уже успели сделать, что все-таки является таким, цементирующим или связывающим ваши отношения, да? Вы успели что-то распределить, и вы успели распределить деньги, имущество и взаимопомощь. То есть вы уже умеете делиться, помогать и брать, давать у вас уже отрегулировано, да? Давайте все-таки микрофон чуть-чуть вот так. Хорошо. На пороге чего вы стоите в ваших отношениях? На пороге чего вы стоите в ваших отношениях? На пороге перспективы, на пороге достигнутых целей. Но эта история надолго. И быстро она не может разрешиться. Разрулиться, хотел сказать. Да, рулить хочется здесь. Хорошо. Хорошо. Есть ли чувства у загаданного человека большие, нежели легкая какая-то либо влюбленность, или какая-то искра, да, здесь? Есть горячие чувства. То есть есть тот огонек, который вы можете превратить в настоящее пламя. Здесь король жезлов, особенно у мужчины. Мужчина питает чувства. Питает ли чувства здесь женщина? Мужчина, это сейчас для мужчин. Да, но она более холодная. Почему? Я не знаю, тут смотрите, или вы сильно медлительный, да, нерешительный, или вы зажимист. Для мужчин, да, такой сигнал. Смотрите, может, надо больше подарков или более уверенно себя вести, более быть уверенным в себе, да. Но у мужчины здесь нереализованный потенциал, я вам так скажу. Мужчина может еще открыться, а женщина здесь прям во всей красе, вроде бы как, но холодна. Хорошо, что может быть тем шансом, да? Какие шансы у вас впереди? Давайте посмотрим. Эта карта, она достаточно абстрактная и призрачная. Знаете, вот у вас все закончилось, и вы как будто бы с одной стороны потеряли шанс, а с другой стороны все еще можно вернуть и сделать так, как было. Но понятно, что делать так, как было, уже не очень хорошо, да, и надо всегда делать лучше, чем было, да. Ну вот карта-то хорошая в центре. Вы знаете, пока что, исходя из того, что я вижу в вашем раскладе, инсайты такие. У вас все еще может быть все хорошо. Но может быть не абсолютно так, как было, но не хуже. Можно здесь стараться, прилагать усилия. Взаимопомощь, общие интересы, дети, нереализованный бизнес, нереализованное, может быть, даже жилье какое-то, да, тоже оно тут фоном идет. Нереализованная работа, да, самореализация в этих отношениях. То есть потенциал мощнейший. Надеется ли ваш партнер, неважно, мужчина или женщина, изменить все к лучшему? Хочет ли он, например, сам поменяться, да, к лучшему? Да, перспектива есть. 11 динариев, да, или дворец динариев. Торопиться не будет. Возможно, считает, что достаточно много времени. Время
временные карты. Хорошо, а готов ли он? Готов ли он к этому? Готов ли он к переменам? Да, готов к быстрым переменам, и действовать нужно быстро, резко, спонтанно и агрессивно. Какой он видит женщину? Давайте вот женщинам будет интересно посмотреть, как он вас видит сегодня, сейчас. Какой, да, холодный, теплый или, Ну, знаете, это очень такая карта, всегда я говорю на нее эгоист, да, такой. Но он вас видит эгоистичный. Вас обвиняю, видите. Да, он может быть эгоистом. Да, мужчина здесь по этой карте однозначно эгоист. Но это же он вас видит такой. Поэтому, а почему он вас видит эгоистичной? В чем ваш эгоизм, да? Или где вы перегибаете ту волшебную палку эгоизма, да? Да? А вы хотите, чтобы вот было все так, как вы хотите. Ну, наверное, здесь некая конкуренция двух эго. И опять, смотрите, у нас период пламенных близнецов. Что ж такое, да? Король жезлов, жезлы и королева жезлов, да. Но у пламенных близнецов всегда не все, слава богу, как говорится, да. И они любят поконкурировать за власть, да. За принятие решений, за свои взгляды на жизнь, за свою точку зрения, за свои амбиции, да. То есть конкуренция у вас тут достаточно такая серьезная в этой ситуации. Остались ли в нем чувства, если у вас пауза достаточно затяжная? То есть, или какие чувства он успел сохранить в себе по отношению к вам? Ну, конечно, у пламенных близнецов все будет выходить в страсть. Страсть, пристрастие, желание интима, близости, все это сохранилось в нем. И даже на дистанции такой человек, что может прислать какую-то, информацию, что ли, да, это информативная карта, или там откровенность какую-то, или фоточку какую-нибудь скользкую, да, вот такую вот. Хорошо. Каким он видит ваше будущее? Каким он видит ваше будущее? Или она для мужчин? Но здесь женщина хочет любви. Вот женщины, напишите, вы хотите любви или нет. Ну, а мужчина хочет любимую женщину. То есть он или она видят эти отношения в перспективе с раскрытыми чувствами, с распростертыми объятиями, с душой наизнанку, на выворот, но в хорошем смысле этого слова. Что его больше всего злит в этой ситуации? Считает, что вы риски, вы жестоки, считает, что вы все разрушили, и он злится. Да, он понимает, что где-то это обоюдно, это парная карта, это карта результата. Поэтому, он злится, что он не достигает результата вместе с вами, и считает, что действительно десятка мечей, то есть он где-то в такой же ситуации, как и вы, не понимает, конец это или пауза. А как он считает в своей зоне комфорта конец это или пауза? Считает, что все плохо, но здесь он осознает, что где-то повел себя немного не по-мужски, может быть. Ну и женщина тоже может осознавать свою вину, но хотя здесь больше это мужская карта, здесь мужчина накосячил по этой карте. Хорошо, мужчины и женщины, неважно, кто смотрит, осознает ли он, как он видит эту зону счастья, да, но он считает, что то, что произошло с вами, оно ни в какие рамки, ни в какой формат не вписывается. И с этим надо что-то делать. Что думает женщина сейчас по отношению к мужчине? Женщина выпадает на мороз, да, или выпадает в осадок, либо она его забанила, либо он ее забанил, да, и женщина вообще старается ни о чем не думать, делать вид, что ее это не касается. Что на дистанции связывает вас? Дух. Пустота, дух, хаос.
Ну, вообще я карту эту всегда духом называю, вы же знаете, да, уже давно. Но вообще вас связывает дух, хаос, ничего, пустота и легкость. И безумие какое-то даже иногда, да, эта карта говорит. Поэтому, если взять, что какая энергия вас связывает, та энергия, которая оживляет эти отношения, и оживление и дает возможность вам либо родить новые отношения из как будто бы умерших старых, да, предыдущих, либо воскресить эти отношения, да, либо наполнить духом эти отношения, духом. Знаете, вот этот последний ряд, он болезненный здесь, вот эти, ну, как минимум 3 карты, видите, башня, 5 мечей, и как будто бы, вы знаете, в этих отношениях по глупости произошел какой-то трэш. Вот, трэш называется, да, вот эти 3 карты. И смотрите, 21 и 5 по мечам, 27, 25, 7, да? 25, 16 и 5, 21 и 4, 25, 7. 7. Знаете, ваши отношения могут случайным образом, дурацким каким-то, необъяснимым, ожить. Хорошо. Что чувствует к вам загаданный человек, мужчина или женщина? Чувство, еще раз смотрим. Чувство подавленности, но огонь, который есть между вами, он остывает, но он не остыл. Он не остыл. Что может спасти ситуацию между вами? Честность, правда, справедливость, попытка уравновесить тут весы, уравновесить конфликт, урегулировать конфликт. Суд правосудия может помочь вам. Ну и может быть человек, который может каким-то образом стать вам судьей. Ну, это третий обычно посредник какой-то, может, кто-то есть из знакомых. Прощать или нет, простит или нет, да, вот карта прощения. Вот особенно если здесь было предательство или что-то плохое. Прощать, не прощать. Это можете либо смотреть вы, вам прощать, не прощать. Ну, что карта посоветует. Или он вас простит, не простит, если вы считаете вашу вину на себя, да, берете. Да, это возможно простить, если вас будут объединять общие цели. Да, возможно. Хорошо. Снитесь ли вы ему? Приходите ли вы ему во снах? Да, приходите. И здесь могут быть яркие сны откровенного, интимного содержания. Хорошо. Вот у меня есть результат духа. К чему вы можете прийти в этих отношениях в ближайшем будущем? Опять Паш. Вы можете прийти к новому результату, к новой информации в этих отношениях. Да? Вам могут прийти новая информация. Вы можете больше узнать друг о друге, о этой ситуации, почему так произошло. То есть в этой ситуации надо разбираться. Нельзя закрываться в себе, уходить в обиду, дуть щеки и так далее. То есть здесь лучше договариваться в этой ситуации, лучше преодолевать препятствия, выходить из стагнации, да, из какой-то, и выходить из замороженного состояния. Возможно ли это? Да, все карты практически хорошие, если будет такова цель, а сила духа здесь оживляет эти отношения. Хорошо. Что является для вашего партнера самой высокой трудностью, сложностью? Да? Бездействие. Сейчас он не может, не знает, не понимает, не видит выхода, и он не готов на примирение. Пока что. Будет ли он готов на примирение, как скоро? Возможно, будет готов, но ему надо выйти из такого состояния, знаете, ну, это не похоже на депрессивное состояние, да, но из прощения, из негатива, то есть, ну, не меньше цикла 5, то есть это 5 дней, 5 месяцев, вот так, 5. Хорошо.
На что вы можете рассчитывать с этим человеком? Преодоление планов. На отработку кармических отношений, и это может быть и укрепление партнерских отношений, семьи, работы, бизнеса и успеха, на деньги в том числе. 9 жезлов. Чего он добивается от вас вот этим своим поведением? Пока что, знаете, такой назло кондуктору выйду из трамвая, да, или не куплю билет, ну как там, назло кондуктору, короче. Пытается причинить вам пока что боль. Почему он так делает? Что может быть инфантильный? Почему так делает? Духа не хватает. Возможно, не хватает сил признаться в правде и признаться в том, что причинил какую-то боль, страдания, оттолкнул, не додал того, что мог дать в свое время, да, то есть это карта нищеты, и это обычно человек может давать, да, вот она, эта карта, он может давать, но он и не дает, да, вот, пожадничал, банально. Хорошо, что будет делать в ближайшем будущем, да, как будет проявляться? Будет подкатывать, делать такие мягкие предложения, будет казаться няшей. Чего не будет делать? Давайте посмотрим. Не будет идти на полное примирение и не будет предлагать жить вместе. Да, и детей он сейчас пока может не предлагать. Уйти или остаться, что вам скажут карты? Пока остаться и прояснить те чувства, которые не проявлены еще в ваших отношениях. Пока что. Хорошо. Будет ли он вас возвращать? Вряд ли, но такой шанс мы не исключаем. Нужно ли вам первой или первому проявляться? Возможно. Но аккуратно. Не пытаясь доминировать, особенно женщина, но мужчина может здесь проявлять такое мужскую наглость, давайте так скажем, по-хорошему, да? Чего вам не стоит делать? Именно вам. Не делать вид, что вы победили, и не пытаться поставить мужчину на место. Мужчина здесь на месте, на своем, да, вот так. А что вам лучше делать? Попытаться не раскачивать лодку. Если вам выгодно быть вместе, то помогать партнеру и держать курс в открытое море. А в море всегда есть приключения, да? Уйти или остаться вам? Опять 10 чаш, да? Смотрите, проверили мы этот туз, и смотрите, на туз выпадает, на туз кубков выпадает 10 кубков. Уйдете сейчас, потеряете шанс, а вы его уже теряли. Вот вам и подтверждение. Видите, как карты работают интересно. Можете ли вы быть счастливы вообще, да, вот как пара? Сомнения, сомневаюсь, но сомневайся, но работай. Вот она, карта эта кармическая, вот она лежит. Помните, я говорил, кармическая отработка. Если будете сомневаться, вместе точно не будете. Отношения – это всегда работа. Поэтому будете работать в этих отношениях, будете вместе. Не будете, шанс теряете. Понятно. Хорошо. Чего вам не простит загаданный человек? Возможно, не простит все, что связано с ребенком. Потерю ребенка может не простить. Но и может не простить... Но здесь ресурс тоже жадности. Это карта щедрости, всегда земной щедрости. Поэтому жадность ребенка, потеря ребенка или того, что зависит от женщины. Поэтому женственность здесь должна быть у женщины. Знаете, как работать надо с этим аспектом. Почему так выпадает? Смотрите сами вообще расклад. Хорошо. Куда плывет корабль ваших отношений? В какую сторону курс взят?
Ну, курс взят на мужчину, естественно. Но мужчина здесь должен быть спокойным и успокоиться. Поэтому здесь, смотрите, женщины, не торопитесь колыхать мужчину, да, а мужчины, придите в себя, наберитесь спокойствия, наполните свою чашу своего сердца покоем, успокойтесь, и у вас все получится. Что советуют карты в этом раскладе? Не упусти свой шанс. Пусть призрачный, пусть были ошибки уже когда-то, но он есть. И карты говорят, используй все шансы, приложи все силы, усилия, да, 8 пентаклей, 6 пентаклей, 7 пентаклей, паж, рыцарь, и инвестируй в себя в этих отношениях, в этой ситуации, и покажи, что твой ресурс, он у тебя есть. Неважно, кто ты, мужчина или женщина. И твой спокойный разум и успокоенное сердце сверкают, как пентаграмма света на этом динарии. Король пентаклей. Есть что терять. Мужчина надежный, стабильный, уверенный в себе. И король динариев – это король бубновый. Может быть, поэтому этот расклад и говорит о шансе, который выпадает только раз. Не упусти свой шанс. Побачимось, почуємось. Все буде добре. Па-па.